Ученые установили камеру в гроб Элизабет в исследовательских целях. Но когда они просмотрели видеозапись, то были потрясены. Элизабет происходила из состоятельной семьи. Ее отец был предпринимателем в сфере гостиничного бизнеса, который также увлекался коллекционированием древних артефактов, стоивших огромных денег на черном рынке. Мать Элизабет была одной из лучших кардиохирургов в стране. Несмотря на обеспеченность, Элизабет росла скромной и отзывчивой девочкой. Когда ей исполнилось 18 лет, ее мать умерла от онкологического заболевания, оставив Элизабет и ее отца вдвоем. Несколько лет спустя отец женился повторно на эффектной женщине по имени Ванесса, у которой от первого брака был сын по имени Майкл. После свадьбы Элизабет решила пойти по стопам отца и начала карьеру в гостиничном бизнесе, одновременно проявляя интерес к антикварным предметам. Она быстро добилась успеха, демонстрируя прекрасные деловые качества, унаследованные от отца. Однако счастье было недолгим. Ее отец вскоре умер от быстрой и неизлечимой болезни, оставив Элизабет одинокой и потерянной. К счастью, рядом оказались ее сводный брат и мачеха. Сначала Элизабет с недоверием относилась к их заботе, но со временем они проявили искреннюю привязанность и самоотверженность, делая все, чтобы она чувствовала себя не одинокой. Со временем Элизабет впустила их в свое сердце и посчитала это одним из лучших решений в своей жизни. Через полгода после смерти отца Элизабет вернулась в родовое поместье, которое унаследовала. Ее мучили чувство вины и опустошения. Она корила себя за то, что жила вдали, пока родной дом пустовал. Именно поэтому она решила вернуться. За несколько месяцев в городе многое изменилось благодаря Элизабет. Были обновлены школы, отремонтированы дороги, построена современная клиника. Она активно жертвовала деньги на помощь нуждающимся и учредила стипендии для детей из малообеспеченных семей. Город искренне полюбил молодую женщину, и каждый день жители благодарили ее за добрые дела. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром город не потрясла ужасная новость. Элизабет мертва. Майкл, ее сводный брат, зашел к ней в дом и нашел ее без сознания на полу. Несмотря на сильное предчувствие беды, он отвез сестру в больницу, надеясь, что все обойдется. Увы, врачи подтвердили смерть. Они не смогли определить причину, несмотря на все усилия. Майклу объяснили ситуацию и предложили провести вскрытие, чтобы выяснить истину. В самый последний момент Майкл вспомнил, что у сестры были незначительные проблемы с сердцем. Он предоставил медицинские документы, в которых упоминалось о легкой форме сердечной аритмии, и сообщил, что, несмотря на медикаментозное лечение, заболевание, возможно, и привело к смерти. Кроме того, Майкл сообщил, что Элизабет была категорически против вскрытий, считая их нарушением человеческого достоинства. Он настоял на отказе от процедуры. Перед тем, как выйти из больницы, Майкл поручил, чтобы тело хранилось в морге до момента организации похорон. Всю ночь он не находил себе места, размышляя, как лучше почтить память сестры. Просматривая информацию в интернете, он наткнулся на статью об исследователях, изучающих тела умерших с помощью технологий длительного наблюдения. Майкл сразу понял — это достойный способ увековечить память Элизабет, которая мечтала изменить мир. Он связался с учеными и дал согласие на использование тела сестры для научных исследований. Они прислали документы, которые Майкл подписал, а полученную компенсацию он пообещал пожертвовать в приют для сирот. Рано утром он организовал прощальную церемонию. Церковь была переполнена людьми. Это стало ярким свидетельством любви и уважения к Элизабет. Перед тем, как тело было помещено в гроб, ученые установили в нем небольшую камеру, способную записывать и передавать видео на их компьютеры ежедневно в 6 часов вечера в течение целого года. Церемония длилась около часа. В конце у всех
были заплаканные глаза. После похорон Майкл уехал в другой город, надеясь хоть немного отвлечься от утраты. Тем временем ученые с нетерпением ждали первых кадров. Когда наступил вечер и часы пробили 6, камера активировалась. Через несколько секунд после начала трансляции исследователи вскрикнули от шока. На экране было то, чего никто не мог ожидать. Не теряя времени, они сделали копию видеозаписи и немедленно отправились в полицию. Никто из них не мог объяснить увиденное, но все понимали — это серьезно. На следующий день Ванесса, мачеха Элизабет, наслаждалась вином на террасе дома. Внезапно она услышала звук сирен. В панике она вскочила и побежала к выходу. Полицейский фургон въехал во двор. «Здравствуйте, офицер!» Натянуто улыбнулась женщина, стараясь сохранить спокойствие. «Мы ищем госпожу Ванессу», — сказал офицер. Руки Ванессы задрожали, и она спрятала их за спину. Еще до объяснений она начала вести себя подозрительно. «У вас есть ордер? Что вы ищете? Здесь ничего нет». Затем она бросилась к двери и встала в проходе, не давая им войти, несмотря на то, что никто еще не сделал и шага внутрь. «Я знаю свои права!» — кричала она. «Уходите!» Именно тогда ей сообщили. Ее подозревают в причастности к смерти Элизабет. Эти слова вызвали у Ванессы панику. Руки затряслись сильнее, бокал вина выпал и разбился. Поняв, что все раскрыто, она расплакалась и призналась. Она рассказала, что хотела только найти спрятанные артефакты. Подмешала снотворное в кофе Элизабет, обыскала дом, но ничего не нашла. Вернувшись, попыталась угрозами добиться от девушки местоположения артефактов, но обнаружила, что Элизабет не дышит. Понимая, что ее могут обвинить в убийстве, Ванесса сфальсифицировала медицинские документы о проблемах с сердцем и передала их своему сыну Майклу, который искренне любил сводную сестру и поверил матери. Она также настояла на отказе от вскрытия. «Я не хотела ее убивать, это все случайность», — рыдала Ванесса. Но худшее было еще впереди. Из полицейского автомобиля вышла Элизабет. Ванесса оцепенела. Она не могла пошевелиться или моргнуть. Стояла в ужасе, надеясь, что это просто кошмар. Но нет. На прошлой ночной записи камера показала, как Элизабет проснулась в гробу. Снотворное перестало действовать, и она в панике пыталась выбраться. Ученые сообщили в полицию. Совместно с полицейскими они вскрыли могилу и обнаружили, что Элизабет жива. Ее срочно доставили в больницу, и там она быстро пришла в себя. Оказалось, что Элизабет давно подозревала мачеху. Именно поэтому она спрятала артефакты в хранилище за пределами города. Ванесса молила Элизабет не подавать в суд. Но Элизабет была непреклонна. Ванесса предстала перед судом и получила реальный срок. Когда Майкл узнал правду, он был потрясен. Он извинился перед сестрой, но не смог простить мать. Это стало для него личной трагедией. Дорогие читатели, а как бы вы поступили на месте Элизабет? Простили бы мачеху или подали бы на нее в суд? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.